приветствую. Сегодня расклад у меня будет для определенного человека. Если с вами резонирует, смотрим. Не резонирует, пожалуйста, пока, значит, информацион для вас не поступила. Вот. Поэтому как-то так. Потом на несколько вариантов я посмотрю уже для всех эту тематику, потому что сейчас она здесь будет смешанная. Сейчас я хочу посмотреть, что с финансами и что вообще за ситуация в жизни человека на данный момент. Что проходит или что нужно понять, не знаю. В общем, что покажут, то мы и будем озвучивать. Или я буду озвучивать. Итак, поехали. Начнем сразу с денежного аспекта. Посмотрим, в чем корень проблем. В поиске себя. Здесь идет отрешение от материи. У вас сейчас состояние перехода. Какое-то искупление. Где-то наказание идет. Возможно, вопрос на бескорыстие. Проработка на бескорыстие. И на некое желание утопии. Корень проблем. Угу. Ну, здесь человек, который привык к некой роскоши. Да, вы уверены в себе, вы свободны. Великодушие у вас есть. Но вот вопросы все равно прорабатываются. Подвешенное состояние. Давайте посмотрим, для чего оно или почему, да, вот это вот. Ребят, тут по финансам вообще все нормально, но идет поиск себя и состояние перехода. Больше мне не показывают. Ну вот информация закрыта. Сейчас хочу посмотреть, что же там. Что за поиск себя? Что за переход? Где затык? Здесь понимание себя, хочется радости, хочется свободы, знаете, чтобы все шло плавно. Но здесь вопрос в том, что у вас переход во время вашего сна происходит. Радости от новых, возможно, сделок, да, заключений договоров, чтобы все вот по справедливости было. И одновременно с этим, понимаете, вы хотите, но здесь конфликтные ситуации по карме идут.
Или же второй вариант, кто-то влазит в ваши работы. Ну, то есть вы что-то делаете, а вам мешают это делать. Здесь обнуляется... Блин, ну... С лучшей стороны здесь идет обнуление вашего состояния жертвы. С худшей стороны кто-то пытается вас вызвать. Короче, знаете, даже не вызвать. Здесь прям четкие влияния на вашу практику, на то, что вы делаете себе во благо. Ну, показывают мужика. Смотрите, как интересно. Сейчас, секунду. Страх пытается на вас нагнать. Ему не нравится, что вы рунами можете работать. Ему не нравится. Смотрите сами, если где-то кому-то соврали, вот человек вам просто мстит за это. Если же нет, вы просто что-то сказали, и у него пошел бзик на то, что вы занимаете лидерские позиции. У вас там защита есть, и получается, ему не нравится этот момент. Здесь работа в коллективе. Возможно, даже заказывал. То есть, ну, отслеживайте, короче, себя, пожалуйста, и принимайте должные меры, потому что здесь человек работает по темному. И в основном от последнего полнолуния его влияние, короче, или перед полнолунием человек прям, знаете, так хорошо, вот, или случилась эта ситуация до полнолуния, и он в полнолуние делал. Ну, вот что-то, вот корень проблем. Но понимаете, здесь проблемы-то какие? Здесь вы просто в переход вошли, значит, защиты хорошие. Хотя могли где-то и подвиснуть в деньгах. Есть и такой аспект, может быть. Это, так сказать, причина, да? Что сейчас у вас? Ну, сейчас даже какие-то подарки могут быть от Вселенной, рост. У вас идет награда, положительный исход всего, вы очищаетесь. Вот неожиданное продвижение какое-то может быть у вас. Вы как начали управлять сами своей судьбой, взяли все под свой контроль. Но по справедливости, кстати, вы кому-то откатили. Откатили по справедливости, да. Нормально так. Вот эти влияния. Так что по-настоящему я даже скажу, что все отлично. Но сейчас еще один аспект хочу посмотреть. Вот эти карты я заберу. Ну-ка. Какие-то мистические совпадения у вас сейчас могут происходить в пространстве. И идет процесс взвешивания, уравнивания, равновесия. Вы как согласие в конфликтной ситуации достигаете. Но на что-то вы также еще и осмелились. Единственное, смотрите, чтобы, ну вот, иллюзорность еще некая может быть у вас. А вообще хорошо все, но
Знаете, чтобы желаемое за действительное сами не выдали. Но здесь власть в ваших руках. Причем такая серьезная. Ну да, быстро. Быстро, так сказать, действуете. Быстро. Большие надежды, большая спешка. Возможно, куда-то ездили за защитами. Может и такое быть. Может непосредственно к какому-то товарищу такому, знаете, при должности весомой была поездка, и вот как-то урегулировали какие-то моменты вы. Ну и все равно человек вам неприятен. Где-то у вас даже отвращение к этому всему есть, неприязнь, как-то или удачи вас могли преследовать. Вот, допустим, вы поехали навстречу, и вот во время поездки что-то могло происходить, да, вам намекали как бы на то, что могут быть нюансы. Новое знакомство это да, но... Ну, вы, короче, поехали для того, чтобы в первую очередь у вас по деньгам нормально все восстановилось. Но это не отменяет того факта, что внутри у вас получается как борьба. Чего бы вы хотели, но в бизнесе это... Там игра по другим правилам. Вам это не нравится, но приходится с этим мириться. Вот как-то так. Давайте посмотрим, что вам позволяет на данном этапе решить проблемы ваши, да, касаемо финансов. Освобождение. Интересно. Может, с кем-то вообще сотрудничать перестали? Но у вас здесь новости через письма. Через электронные письма или переписку какую-то. Волнения какие-то. Но при этом, знаете, веселое настроение есть. Почему? Потому что новости о какой-то стабильности. Кто-то, может, вообще решил отдохнуть. Есть и такой момент. То есть поехать куда-то отдохнуть. Недалеко, может быть, в санаторий. Да, здесь прям отдых, но смотрите, если тут уже, может быть, от одного отошли, новый персонаж, да, и вот хорошие договора с ним заключаться могут. Да, здесь человек такой внимательный. Но знаете как, он еще такой товарищ, который может шпионить за вами, наводить справки, секретный такой, при власти. Очень внимательный, знаете, дотошный, бдителен, осмотрителен. И, короче, собирает информацию, то есть он еще на это все как бы посматривает. У вас начало какого-то нового пути.
Может, вы вообще готовитесь к переезду, и поэтому здесь сотрудничество с определенным человеком по поводу 4 углов. И это вас как-то радует, отвлекает, да? Давайте посмотрим, что мешает достичь вам поставленных целей. Гордыня. Гордыня и ваше окружение. Вы привязаны к собственной стабильности. То есть там, где вам комфортно и удобно, вы не хотите покидать зону комфорта, но хотите чего-то нового. Это нереально. Ну, вы чему-то тут новому обучаетесь параллельно. Вот я не совсем... Может, вы выходите из вот этой вот, знаете, великого чувства собственной значимости в определенных кругах, да? И начинаете движение как бы к новому, вы что-то изучаете. И начинаете задуманное воплощать в жизни. Очень много раздумываете. Следуйте каким-то правилам. Вы здесь как будто изучаете, как взять свою силу в свои же руки. Но здесь вот реально на поиск себя. События событиями, да, по финансам. Но здесь у человека поиск себя. И вы наконец-то начали приходить к каким-то уже... Это начало. Вот реально только-только-только вы начали идти. Возможно, вы не хотите чему-то обучаться, и это и есть ваша проблема. Ну, давайте итог посмотрю. Трансформация. Конец чему-то будет. Перемены, неожиданные причем. Вы своих иллюзий будете лишаться. Предки, духи рода вам, конечно, будут помогать. Причем они же вас под эту трансформацию и толкают. Здесь вот я не могу толком разобрать. Почему? Потому что вот прям как уперлась в одно. И никакого как бы движения нет, а оно должно быть, а его нет. И вот ваш род уже прям как сам, знаете, вас так пихает в эти трансформации, говорит, пошла давай. Встала и пошла. Наказание. А за что наказание? За фальшь, за обман. Двуличность, вероломство. За то, что много на себя берете. Или сами так себя ведете.
Причем угнетенное состояние. Либо же вы окружены вероломными двуличными личностями, которые только, ну, через обман, фальшь привыкли общаться. Вас это очень изматывает. Плюс здесь присутствует такое состояние, когда человек сам себя начинает кушать. Своих причуд, как говорится, хватает, да, но вот все равно какой-то план ваш может провалиться. Просто трындец какой-то. Здесь и крадники, и обманы, и желание взять, но ничего не дать, или я не знаю, как это еще характеризовать. Здесь такое все путанное, это ужас. Это просто ужас какой-то. Итог трансформации. Если идут уже такие коварные трансформации, значит, нужно, ну, понимать, где не туда свернули или что-то, или, ну, допускаете в свое пространство людей вот таких вот. Они несут вам разрушение, а вы продолжаете это вот терпеть. И, ну, потому что это там по работе, к примеру, надо. Поймите, что сейчас, блядь, время не то, все, мир меняется, понимаете? И тут нужно бы порадоваться, что вы вошли в количество тех, которые, ну, попали, да, так сказать, в это изменение. А вы вот еще хотите вот старые штаны, да, на новую моду натянуть, а оно нет, оно очень бьет, понимаете? Потому что здесь идет разнобой с вашим внутренним покоем. Надо делать и хочется, но не с теми. И плюс внутреннее состояние просто, ну, пиздец, ребят, вот реально пиздец. Вам тут нужно, ну, гармонизацию себя приводить. Как-то вообще. Так, продолжение этого всего. Ладно, возьму я все-таки на этой колоде продолжу. В продолжении расклада я хочу все-таки узнать. Ладно, по деньгам это тоже там, знаете, срало-мазало, как говорится, что-то в окружении. Дьявол карта тут у нас. Фу. Так. Теперь уже конкретно и по существу. В чем лично ваш затык сейчас вообще? Плохие новости, клевета, кризис. Какая-то большая неприятность. Порицают вас за что-то. Какие-то непреодолимые препятствия. С кем-то могли перестать общаться. Или же настолько бьют по вашей гордыне. Кто-то как не поддерживает искренность ваших чувств.
не решаются проблемы. По какой причине 8 мечей? Потому что где-то отступили. От чего отступили? Куда? 4 пентаклей. Ебись, колотись, блядь. Пардон за мой французский. Здесь нежелание принимать новые энергии. Ребята, вы за что-то вот очень цепляетесь. А это нужно отпускать, убирать. Все, это не ваше. И вы тонете и кричите, а помогите, но при этом вас чуть подтащи, вы обратно туда же нырнете. Ну там же удобно, ну другие же так делают. Да вы не знаете, чем другие расплачиваются по итогу, что там, знаете, за занавесой вот этой вот. Вы видите прекрасную сцену, прекрасную игру актера. Но что за кулисами, да, чем этот актер платит, блин, вы не в курсе. Ребят, еще раз повторюсь, этот расклад для конкретного человека. Если ваше, значит ваше. Не ваше, идем мимо и не нервничаем. Здесь, блядь, такой сумбур творится в башке, извините меня. Блядь, черт ногу сломить может, если честно. Ну хорошо. И, ну вы посмотрите, опять по 2 четверки падает. Вот хоть убейте, у меня по вам не идет поток. Не идет поток. Это информация от общего набора карт мне идет, но это не ваша ситуация. Потому что вы очень слишком упираетесь этому. Вы здесь не хотите действовать в сторону вашей родовой системы, в сторону сотрудничества. Вы, ну вот не хотите и все. Нет, я лягу и буду лежать. Все. Постольку, поскольку, да, для того, чтобы вот то, что я хочу, да. Но дальше я нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Здесь как будто победить надо самого себя. Здесь человек должен победить самого себя, и никто, в принципе, вам вас могут отчасти подтянуть, поддержать, понять, но не более.
Шестой чакрой вам нужно работать, прям отстаивать ее. Вам забивают связь с родом. Фух. Вы периодически выходите на связь с этими силами, да, периодически вы как включаетесь сами в поток, но только периодически. И тут же вас начинают засасывать, пока вы там где-то отсиживаетесь, вас тут же засасывает по Луне, вас очень много деструктивных личностей окружает, и вас прям туда втягивают через отношения, через общение. Где-то могли сорваться договора какие-то. Ждете, а потом уходите в цикличность. То я маг, то я не маг. То я маг, то я не маг. Определитесь, пожалуйста. Если да, значит да. Если нет, значит нет. Если нет, идите по головам, вот, как привычно. Если же да, тут очень много чего нужно понять, принять и поменять. Вот реально такой сумбур, прям как будто разрывает на части изнутри. Ребят, здесь и ссоры в семье могут быть, с детьми. Но здесь нужно обучаться новому. В плане содружества с вашим родом вас, к счастью, это приведет. Но пока вот уперлась у вас вот резкие какие-то проблемы, вы вот не видите вторую сторону, почему оно возле вас, чего от вас хотят. Здесь и внутри семьи есть какой-то деструктив. Какой-то шпион, какие-то сплетни вокруг вас, вашей семьи идут.
Ребят, вам еще нужно подразобраться, кто у вас прям под вашим боком за подловом творит, куда-то ездит, кому-то обращается. Понимаете, я вам хочу сказать, что да, здесь-то обнуление будет, а в какую сторону? В хорошую сторону. Знаете, что мне идет? Может быть, кто-то из вашей семьи поднял эти энергии. Здесь энергии, знаете, какие? Чтобы всегда были деньги, был достаток. Но есть и вторая сторона. Это, знаете, как из разряда мафиозного клана. Да, они держали много чего под своим контролем, но какими методами это давалось, понимаете? И вот скажу вам честно, здесь есть возможность это все, очиститься, да, уйти от этого гребаного выбора и быстро перейти трансформации, и тогда девятка пентаклей. Но я вам скажу честно, ребята, здесь поток просто, сумбур, понимаете? Просто невозможность вообще разгрести это. Разложить по полочкам одно, второе, третье. Как будто все и сразу, и в то же время, толкового ничего. У меня такое впечатление, что вы должны были уже пересесть на болид Формулы-1, а ваш автобус загнали в депо. А знаете, в чем секрет? Потому что болид Формулы-1, у него другие приоритеты. А обычный автобус, курсирующий по городу, он всегда медленно, но уверенно приносит деньги. Так вот, у меня такое впечатление, что кто-то хочет, чтобы вы оставались этим автобусом. Вы еще доподлинно не определились, удобно ли вам им быть, или все-таки болид Формулы-1 ваша направленность, да? Вы вот в таком, состоянии. И вот из-за этого сыр-бор какой-то. Вообще, сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Вот как-то такой расклад получился. Если, ребят, с кем срезонировало, отпишитесь мне, пожалуйста, потому что здесь вот такое какое-то много чего. Тут больше из-за внутреннего состояния, понимаете? Внутреннее состояние неопределенности. Ну а если же вы уже определились и четко знаете, что вот да, не хочу я быть там, идти в этого, да, мага, в кавычках мага, там по карте маг, то есть творить и действовать, значит, сообщите об этом более конкретно Вселенной. Но я скажу вам больше. Вселенная вам не позволит сидеть в болоте и жевать вот эти сопли.
У вас другое предназначение, а вы уперлись и говорите: нет, 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 нет. Ваше все нутро говорит об этом. Нет, 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 нет. Но сумбура реально много. Из-за этого вот в голове, понимаете, дым. Я вот вижу дым. Дым. И в этом дыму нет ничего, никаких, вот знаете, четких, определенных каких-то целей. Глобальных целей, ребят, понимаете, глобальных. Не знаю я, как это еще описать. Вот как-то так.